Здравствуйте! В эфире очередная научно-развлекательная программа «Вопросы и ответы». Программа, в которой я расскажу все, что захочу, и кому-то погадаю на картах. Тема программы сегодня популярная – любовный треугольник. С чего все началось? Ульяна Б. написала в комментарии к позапрошлой программе: в одном из ваших видео вы говорили, что любовный треугольник – это отдельная тема, и что вы могли бы более детально рассказать, что происходит в этих треугольниках, почему они образуются, какая расстановка сил там бывает и так далее. Думаю, не мне одной было бы интересно послушать ваши мысли и советы на эту тему. Я, например, раньше вся такая правильная, никогда не думала, что и со мной может такое случиться, но чувства вспыхнули у обоих. Что дальше, непонятно. Итак, если вам интересна тема «Любовный треугольник», слушайте. Если вы сейчас оказались втянутыми в какую-то похожую подобную историю, но если для вас это сейчас не актуально, и вы думаете, что будет не актуально всегда, то слушайте тем более, потому что, скорее всего, вас эта история и накроет. Итак, любовный треугольник. Приготовьтесь, пожалуйста, настройтесь, достаньте блокнотики, карандашики ваши, все под запись. Самое главное, что вам нужно знать про любовный треугольник, это то, что его нет. Не то, чтобы он не существовал, в принципе, он, конечно, существует. И тому есть исторические примеры разные, литературные примеры, мы знаем любовных треугольников, есть картины, что-то какие-то такие тематические. Нет, я хочу сказать, что вот того самого вашего любовного треугольника, в том виде, в каком вы его себе представляете, вот его, скорее всего, нет, его не существует. Видите ли, мы рассматриваем такую, наверное, популярную схему, по крайней мере, для зрительниц моего канала, потому что аудитория женская, это понятно, что мы предполагаем, что есть один мужчина и две женщины, жена и любовница. На самом деле там могут быть немножко вариативные вот эти вот углы, да, фигуры этой геометрической. Но мы говорим сейчас про такой только самый простой треугольник, который вот может сложиться. Один мужчина и две женщины, жена и любовница. Дело в том, что в большинстве случаев, вот в 90% я не считала, или может быть 99%, хотя если вспомните мое старое видео «Чужой принц» или 8%, да, где мы с вами гадали, и я говорила, что по статистике только 8% мужчин бросают жену и уходят к любовницам. Поэтому получается так, что в 100 минус 8, наверное, процентах случаев, когда кажется, что есть любовный треугольник, на самом деле его нет. Потому что, любовный треугольник – это такая вот конструкция. Представляете себя с тремя углами, где каждый угол значимый, одинаково значимый наравне со всеми. Нет одного угла, например, все, ушел, отказался один угол, да, и фигура полностью перестает существовать, то есть разваливается полностью конструкция, да, и в нашем же, вернее, в большинстве случаев, когда мы вот видим нечто похожее, отношения одного мужчины с двумя женщинами, увы и ах, это не треугольник. Это продолжается фигура из двух элементов или из двух точек. Это муж и жена, то есть основные фрагменты истории. Это все-таки брак, один мужчина и одна женщина, а третий, как кажется, угол треугольника, да, вторая женщина или любовница, это элемент очень, знаете, такой временный, незначимый и очень-очень легко заменяемый. То есть убираем мы, если мы представляем себе вот этот вот как бы треугольник, убираем любовницу в какой-то момент. Что происходит? А ничего. Вся конструкция от этого не разваливается. То есть муж остается мужем своей жены, жена остается женой и так далее. Просто на место любовницы рано или поздно, скорее всего, очень скоро, просто найдется другая, да, элемент заменяемый такой. Вот.
Поэтому не о треугольнике скорее речь идет, а речь идет о браке, союзе мужчины и женщины, о браке, в котором мужчине чего-то не хватает, но не обязательно, и поэтому он пытается добрать это что-то на стороне. И как третья ножка, или какая, пятая ножка для табуретки, это любовница, то есть группа поддержки. Женщина, чьими ресурсами, чьим вниманием, здоровьем, молодостью, любовью, там, временем, деньгами и так далее поддерживается вот этот брак. Поэтому подумайте, если вот вы сейчас говорите: о, это мое, у меня сейчас, я вот в любовном треугольнике нахожусь. Вот первое, оцените свою ситуацию именно с этих позиций. А есть ли он любовный треугольник? О треугольнике можно говорить тогда, когда в глазах этого мужчины единственного и жена, и любовница имеют какую-то примерно равную ценность. Вы скажете: легко. Вы себя любите, вы себя знаете, вы знаете, что вы достойны многого, и почему я не могу сравниться с какой-то там его женой, чем я хуже и так далее. Вы, конечно, не хуже, даже, скорее всего, в чем-то лучше, как минимум моложе. Любовниц, да, все-таки берут моложе. Но речь идет о вашей значимости в его глазах, в глазах этого мужчины. И вот тут вам с женой соперничать очень трудно, потому что на ее стороне много-много других разных вещей. Это семья, это дети, это общий бюджет, общий дом, родственники и обязательства перед родственниками. Это набор очень таких массовых коллективных коммуникаций, в которых и разные наследственные права, имущественные имеют значение, и нравственные различные нагрузки, обязательства перед детьми и так далее и тому подобное. Вот представьте, что весь этот балласт, да, такая вот мощная группа поддержки, это все на стороне жены. А вы, если вы любовница, вы как перст, как один в поле воин. За вами ничего нет, никто не стоит в глазах этого мужчины, я имею в виду, не орущие дети, для которых надо ему быть отцом, не родственники, которые без конца старшие особенно грозят и там не смей разводиться и так далее. То есть вы в определенном смысле, у вас силы с женой не равны. Если вы вот бросаетесь в эту борьбу, нужно это понимать. И почему вообще мужчина заводит любовницу? Вот очень важно, мне кажется, представлять эти механизмы. Потому что женщины, конечно, очень заблуждаются. Вот женщина, если начинает встречаться с женатым мужчиной, она очень быстро делает вывод. Поверьте, я не придумываю, это ваши письма, ко мне за гаданиями обращаются женщины очень часто именно с таким запросом. Так, 2 месяца встречаюсь с женатым мужчиной. Все, вопросы, когда он разведется и когда он женится на мне. То есть такая вот параллельная реальность у женщины, у любовницы возникает параллельная реальность, естественно, воображаемая. То есть, если он начал гулять от жены, если уж он там положил на меня глаз, позвал меня на свидание, то непременно он на грани развода. Это совсем не так. Почему мужчина заводит любовниц? Не обязательно мужчина этот находится в плохом браке. Вообще мужчины в плохих браках не живут. Открою я вам такую страшную тайну. Потому что, или живут достаточно редко. Мужчины себя очень любят. Они персонажи более эгоистичные, чем женщины. И у них более выражены вот эти самые личные границы. И мужчины, вот если он прям по-настоящему несчастлив в браке, ничего там для себя хорошего не видит и не может почерпнуть, он и не останется в этом браке. Разведется, уйдет. Он не женщина. Это женщины такие вечные страдалицы. Любят подождать и потерпеть. А мужчина нет. Если вам достался женатый мужчина, если у него там существует, продолжается какой-то брак, поэтому исходите из того, что брак этот, скорее всего, нормальный, хороший, по крайней мере, удовлетворительный, удовлетворяющий для него. И разводиться, скорее всего, он пока даже не хочет. Просто в этом браке ему чего-то не хватает. Долга,
или недавно этот дефицит начался. Чего-то, ну, для примера, вот мы можем увидеть хороший крепкий брак, соединенный там совместной собственностью супругов, взаимной пользой, выгодой, может быть, даже любовью, взаимным уважением, привязанностью, дети. Вот мы идеальный со стороны брак. Мужчина зовут любовница. Как так? Вот все очень просто. Например, в браке ему может не хватать всего одного элемента. Вот внимание от жены. Например, если жена у него бизнес-вумен, занятая женщина, и некогда ей вот выслушивать его, там что-то жалеть, эмоционально обслуживать некогда, потому что она вот, там, не знаю, в 11 вернулась с работы, упала без чувств, и все. И мужчина вот этот эмоциональный голод не может утолить, особенно если он с потребностями, да, если у него гороскоп такой, если он такой весь насквозь водный человек, и ему нужны эмоции, ему нужен расход, обмен эмоциями, тогда он, ну, не разводится из такой ерунды, потому что жена-то прекрасная, он на нее молится, он ею гордится, потому что она отлично выглядит и хорошо зарабатывает. Но ему нужно, чтобы его все-таки пожалели, приласкали, или чтобы он в чьих-то глазах тоже героем повыглядел. Мужчины же любят быть героями, понимаете? Кстати, один из поводов для них искать любовницу, просто в глазах новой женщины, которая его плохо знает, легче же выглядеть героем, правда, чем в глазах жены, которая уже там насмотрелась, наслушалась от него, не знаю чего. Вот. И он за этой эмоциональной подпиткой идет к любовнице. Я думаю, что это самый распространенный случай. Вот самый распространенный. То есть мужчине не хватает, ну, вот той самой, ну, любви, что ли, проявленной, женской. Вот от жены, вот этого внимания. А у любовницы это взять очень легко. Потому что женщина на начальной стадии знакомства всегда щедро очень, ну, она же не знает, что он так и останется чужим мужем, да, и женщина очень щедро делится собой, не считая тратит время, не считая тратит вот душевные силы на... И он мужчину и действительно, хоть и на женатого, и он действительно долгое время кажется ей абсолютно, ну, таким вот идеальным и самым лучшим, и он этим вот питается. И что происходит? Девушка, любовница. Немножко грубоватое слово, но чтобы было, мы не путались в терминах, и буду называть всегда в таком псевдотреугольнике, квазитреугольнике, буду называть любовницу именно, вернее, вторую женщину именно любовницей. И вот что происходит. Раздвоение реальности в этот момент у женщины, вот у этой, у любовницы, раздвояется реальность. Раздваивается, правильно говорить, но мне больше нравится раздвояется. Это старый армянский анекдот такой есть. И потому что она делает вывод. Значит, она думает, так, он гуляет от жены, встречается со мной, значит, все. Значит, в браке ему плохо, он вот-вот разведется. И представьте, что... На практике, в реальности, это вообще не так. Это с точностью, наоборот, не так. Если даже до заведения любовницы мужчина там и подумывал где-то краешком там мозга, что неплохо бы развестись, какую-то более внимательную женщину найти, то теперь-то ему это зачем? Теперь вот этот недостающий элемент, недостающий ресурс у любовницы взят, ну это как заплатка, как хотите, я сказала, пятая ножка для табуретки, да, вот табуреточка разваливается, там все, ну приколотили наспех пятую ножку, и дополнительная опора. Табуреточка здесь это брак, да, то есть и брак тоже становится более устойчивым. С появлением любовницы действительно брак не разрушается, а наоборот становится более устойчивым. И мужчины как раз заводят любовниц не для того, чтобы уйти от жены, не для того, чтобы разрушить брак, а для того, чтобы как раз свой брак укрепить, улучшить и продлить, понимаете? Ну это как вот, не знаю, заплаточку на носочек кто-то вот пришивает, ну не для того, чтобы носочек выбросить, правда, а чтобы он подольше прослужил. Вот точно так же
любовницей, отношениями, какими-то настроениями мужчины латают, как будто бы штопают свой брак, чтобы подольше им пользоваться этим браком, понимаете? Вот извините такое сравнение, за такое сравнение. А происходит все совершенно наоборот. Мужчина только что, представьте, со своей, например, женой, занятой профессорша, я сказала бизнес-вумен, может быть, она научный работник, какую-то научную карьеру делает. И вот он только что был недоволен, они ругались, он что-то от нее внимания требовал. А тут раз и все хорошо, все идеально стало в браке. Потому что он на стороне этого внимания от любовницы получил вот так. Потому что она молодая, она восторгается, она ему отдает себя там бесконечно во всех смыслах. Вот и все. И приходит этот мужчина домой, естественно, абсолютно сытый, удовлетворенный. Больше ему никакого там обслуживания эмоционального от жены не надо. Они могут уже привычно на такой супружеской, дружеской ноте работать, в смысле общаться и оценки детей обсуждать, и все. Брак становится лучше, однозначно лучше, крепче, понимаете, да? То есть это все, подвожу итог такой. Это первый абзац мой, что я хочу вам сказать. Если вы начинаете встречаться с женатым человеком, абсолютно точно знайте, что вот на первых порах, в начале этой истории, вы этот брак будете только лишь обслуживать и дополнять. Только обслуживать и дополнять. То есть укреплять будете этот брак. Вот этот вот союз долгосрочный мужчины и той, и другой женщины, их брак нуждается в какой-то внешней сторонней подпитке, в каком-то топливе, в чужих ресурсах. И эти ресурсы, вот эта парочка, будут брать именно от вас. И брак их обязательно улучшится. Вот это первая неутешительная новость у меня для любовниц. Что еще хотела сказать? Для того, чтобы такое отрезвляющее упражнение я предлагаю, психологическое упражнение, отрезвляющее для всех девушек, женщин, которые встречаются с женатыми мужчинами. Вам нужно для того, чтобы вот эту параллельную реальность свою, воображаемую, где он уже разводится и женится на вас, чтобы вы эту легче реальность куда-то отодвинули подальше от себя, вообразите, попробуйте, устройтесь поудобнее, знаете, сядьте в такую позу для медитации. Кстати, все пытаюсь показать, позу для медитации вам. Она меня спасает не потому, что я медитирую, а потому что от другого. На фитнес я еще не переключилась, но чувствую, что до этого дойдет. Итак, вот представьте, прям не торопясь, представьте вашего мужчину, вашего женатого друга с его женой. Тогда, когда они встречаются, когда они женятся, как он ее приглашает на первое свидание, как он дарит ей цветы, как он вдруг когда-то решает познакомить ее со своей мамой, как он ей дарит помолвочное кольцо, как он радуется, хлопает в ладоши, когда она соглашается выйти за него замуж. Свадьбу их представьте. Если не хватает воображения, то попросите невзначай вот этого мужчину, своего чужого принца, показать вам фотографию жены. Так, пришли мне фотки своей свадьбы. Почему? Он с удовольствием, кстати, пришлет. Если он не очень, скажем, умный человек, а мы исходим из того, что он не очень умный человек, все-таки в большинстве случаев. Вот. И все. Вот представьте. И вы как кино прокрутите. Вот их свадьбу, рождение первенца, как он радостно ее из роддома забирает, и все. Вот попробуйте, ощутите внутри этого своего воображаемого кино, попробуйте ощутить эмоции, чувства между ними. Вот что между ними происходит, между этим мужчиной и его женой происходило. Это возможно все сделать, и поверьте, очень-очень многое откроется. Очень многое вам откроется уже про ваши отношения
с ним. Потом еще мужчины, я сказала про эмоциональное вот это вот обслуживание, то, что они хотят получать от любовниц, от молодых, знаете, так легко его получается. То есть даже от 30-летней женщины уже не идет такого восхищения и такого вот бурного, что ли, обмена эмоциями. Это вот от там 18-25. Поэтому обычно в любовнице именно таких девушек выбирают. Вот. Второй пункт. Вы знаете, есть ведь мужчины, которые просто живут инстинктами, и таких очень много. А инстинкт самый основной инстинкт, на самом деле это не так, это просто там для кино придумали основной инстинкт. Другой у нас инстинкт продолжения рода, то есть который подсказывает вообще-то всем мужчинам покорять, так скажем, чтобы это цензурно, да, чтобы дети могли смотреть программу. Этот инстинкт заставляет всех мужчин без исключения покорять как можно большее количество женщин, ну как бы самок. И вот мужчины, которые на эволюционной лестнице поднялись высоко, у которых уже сознание сильно подавляет инстинкты, они осознанно выбирают, там, буду я с одной женщиной, буду я верен, у них мораль, там, совесть, что-то верность какая-то появляется и так далее. Но большинство людей не такие на планете, понимаете, да? Большинство все-таки живут именно инстинктами. То есть, понимаете, мужчина просто позволяет себе слушать свою природу, а природа его заставляет быть полигамным. То есть встречаться, соединяться, так скажем, с многими женщинами. Вот поэтому еще мужчина заводит любовниц. Хочет ли он развестись? Упаси Господи при этом. Да ни в коем случае. Он заводит очередную любовницу, потому что ему велит инстинкт. А он еще не созрел, чтобы разумом эти инстинкты свои подавлять. То есть вы тоже должны понимать. Это опять же немножко использование получается. Да? То есть любовница тоже укрепляет брак, но своими вот физиологическими ресурсами, которые вот почему-то вот с женой он не добирает, там по разным каким-то вот причинам. Кроме того, женатый человек, это характерно и для отношений с холостым, свободным человеком, но с женатым особенно. Вам может встретиться мужчина, мы здесь в дебри уже глубокой клинической психологии уходим, но вам может встретиться мужчина, просто у которого нет. Вот есть такое понятие у психологов, люди, у которых нет. То есть мужчина, у которого это не имеет отношения к реальному положению вещей. То есть у него может быть по факту и много денег, и много времени, и много возможностей, связей, чего угодно. Но для вас у него этого нет. Есть мужчины, у которых вообще для женщин ничего нет. Там их по-разному жадными называют, хотя это другое, это не жадность. Вот. А в голове где-то у него сидит его внутренняя мама. А вы знаете, отношения мужчин с женщинами определяются только этим. Какая у мальчика была мама, что она ему разрешила в детстве, а что она ему не разрешила. То есть вот у него внутренняя мама сидит в голове и запрещает ему что-либо отдавать. И так к вопросу, получите ли вы что-то в отношениях с женатиком, да? Сидит внутренняя мама в голове и запрещает ему что-либо отдавать, либо женщинам вообще в целом, вот, либо отдавать любовниц. Мама в голове говорит, вот законной жене, матери своих двоих детей, ты можешь шубы покупать, потому что вот я тебе разрешаю, это можно, это разрешено законом, моралью и так далее. Вот. А какой-то там любовница, с которой ты вообще грешишь, ты вообще ни копейки не имеешь права дать, и ничего другого, и ребенка не можешь ей дать, и времени своего какого-то правильного, драгоценного и так далее. Вот и все. Это я, опять же, к незавидной доле любовниц, понимаете? То есть, это так звучит просто, знаете, как любовница, да, как будто бы сразу, содержанка, это значит квартира, дорогие автомобили, Мальдивы, бриллианты и так далее. То есть вот я хожу в любовницах у депутата Государственной Думы Российской Федерации. И воображение нам рисует уже, да, про такую девушку.
полную вот эту вот ее обеспеченность, такую безбедную жизнь. Но вы знаете, очень ведь часто как раз любовницы не получают ничего. Просто ничего, конфеточки просто никакой, ни цветочка, ни, не знаю, там, ни прошлогодний снег даже для них жалеет мужчина. Понимаете? Вот именно поэтому у него блок стоит в голове, что жене можно и нужно деньги отдавать, а любовнице ни в коем случае. Это грех. Более того, я вам так скажу, многие мужчины вообще считают, что пока они любовнице деньги не отдают, они не изменяют жене. Это вообще вот их стабильное ощущение, стабильная такая установка. Просто сплю, ну и что такого? Ну и что? Наоборот, и все. А вот если я начинаю содержать любовницу, то это измена, это гиперизмена. Кстати, многие мудрые женщины, жены, тоже так к этому относятся, что пока муж гуляет, ради бога, так спокойнее, меньше его дома видеть, отлично все. Кто-то там его обслужит, мне неохота, и все. Вот. А как только муж понес первую зарплату на сторону, да, к любовнице в клювике, все, тут уже начинается война, тут уже и дети, и родственники привлекаются, и угрозы, и так далее, и тому подобное. Вот так. Поэтому что, быть любовницей и что-то получать, ну, например, это был бы очень равнозначный энергетический обмен, да, если вы кормите, поддерживаете чужой брак, то есть, по сути, отдаете свои ресурсы, сердце, душу, время, здоровье, отдаете молодость, не забывайте, да, там, встречаетесь, как Надя Шевелева с женатым человеком, там, 8 или 10 лет, сколько она сказала, встречалась с ним, вот, это же лучшие годы отдала, то есть вы молодость отдаете, да, и логично бы что-то за это получить в каком-то вот таком эквиваленте, шуршащем, звенящем, да, а скорее всего ничего этого не будет. Вот именно по этим причинам, что, во-первых, жена сразу встрепенется и не даст ему ничего, ничем любовницу там побаловать, порадовать. А плюс еще и он сам будет очень этого греха бояться. То есть не грехопадение в кровати с любовницей, а грехопадение, вот когда он несет деньги, когда он любовницу пытается содержать. Кстати, деньги, карты, да, недавно увидела сон, как я в косметическом салоне, таком каком-то дорогом, присутствую и пытаюсь рассчитаться картами. Причем я во сне абсолютно не сразу до меня дошло, что карты это не деньги. То есть у меня вот в кошельке именно они лежали, перемешанные купюры с картами. Вот так вот купюры с картами. Я выбрала карты и вот так плачу. И мне, кстати, даже никто ничего не сказал. Ну, вернемся к нашей теме. Может показаться, что я вас убеждаю ни в коем случае не встречаться с женатым мужчиной. Нет. Не думайте, я не морализаторствую здесь. Я вообще морали на своем канале не касаюсь нигде, ни в гаданиях, ни вот в этих программах, потому что это мораль, это вопрос ситуации, понимаете? Это всегда вопрос ситуации, вопрос времени. Я отлично понимаю, немножко знаю историю человечества, очень хорошо понимаю, что это сейчас для нас, конкретно для нас, живущих в России в 21 веке, да, встречаться с женатым человеком это как бы дурно. Но в других странах, например, восточных каких-то, это не дурно, где многоженство. И 2000 лет назад, я вас уверяю, и даже наши предки понятия не имели о моногамном браке. И тогда вообще не стоял вопрос, кто жена, кто любовница. Они бы очень удивились, если бы сейчас послушали наши рассуждения. То есть это вопрос такой правовой, это вопрос государственности, морали. Все это очень текуще, относительно. Поэтому я просто говорю о том, что любовнице быть невыгодно. Потому что, скорее всего, вы встречаетесь с женатым мужчиной, у которого хороший, нормальный, удовлетворительный брак. За ваш счет он этот брак только лишь поддержит и укрепит свои связи с женой. А может быть, кстати, и даже сильнее полюбит жену, ну, извините, на фоне, то есть в сравнении. Это же тоже имеет значение.
И проблема в том, что у любовницы в такой истории неизбежно рождается что? Надежда. Надежда, мы слово «надежда» много раз употребляем в наших программах, потому что, в прошлый раз мы говорили про мифические отношения, говорили, что на чем они держатся? На надежде. Точно так же и здесь. Отношения с женатым человеком – это всегда надежда и, почти всегда. Там погрешность стремится к нулю математической, то есть можно ее даже не брать в расчет. И всегда это надежда напрасная. Надежда, что разведется с женой, надежда, что женится на мне. А надежда, это, знаете, благо весьма спорное. В песнях воспевают ее, надежду, да? Но на самом деле благо весьма спорное. И если вы вспомните мифологию, да, что в ящик Пандоры, да, как такой иносказательный источник внезапных и крупных неприятностей, там в ящике Пандоры вместе с человеческими грехами, вместе с войнами, вместе с ложью, вместе с предательствами, вместе с стихийными бедствиями и так далее, со всем злом лежала и надежда. Она есть в этом списке. То есть просто так бы ее древние люди не включили. Это, мне кажется, надежда любовницы на то, что она станет женой, она вот такая вот эта штучка, игрушечка из ящика Пандора. Да, это источник неприятностей и так далее. Почему еще мужчины? Давайте не будем останавливаться, потому что еще тоже продолжу на ту же тему. Почему еще мужчины заводят любовниц? Я сказала, первое, эмоциональная поддержка и восхищение женщины. Они себя чувствуют достойными только когда вот в каком-то восхищении купаются. Неважно каких женщин, но желательно молодых и красивых, конечно, не старушки у подъезда. Второй случай, когда мужчина заводит любовницу, это когда он имеет физиологические потребности, скажем, большие, которые ему как-то совестно даже жене-то озвучить, потому что он скажет, у меня голова болит, она скажет. И он, поддавшись инстинктам, идет удовлетворяться куда-то, заводит любовницу. Как правило, кстати, вот такие мужчины, озабоченные, мы так их мягко назовем, заводят много любовниц. Несколько любовниц. Такие герои, наверняка они вам попадались. У них много любовниц. С кем-то дольше они встречаются, с кем-то короче, кто-то разовый, кто-то соглашается 20 лет их обслуживать. Это все инстинкты. Третий. Почему мужчина заводит любовницу еще? Не сбрасывайте со счетов любопытство. Величайшая движущая сила вообще прогресса. Вот как люди стали людьми. Много есть версий, и они все правильные. То есть труд сделал из обезьяны человека, там прямохождение, еще и так далее. Очень много всяких. Это все правда. Это все одно другого абсолютно не исключает. И одна из вот этих вот всеядность тоже сделала из человека там приспособляемость высокая. И вот один из факторов, люди по природе своей чрезвычайно любопытны. Это тоже на уровне инстинктов у нас. Везде нам надо залезть, везде носик свой просунуть. И точно так же это работает вот в этих марьяжных или межполовых каких-то отношениях. Да? То есть мужчины, очень многие заводят любовницу просто из любопытства. Ему же интересно. Вот он на Ютубе смотрит там какие-то видео, где рассказывают там про любовниц, как любовницы себя ведут, какие любовницы бывают, верит ли любовницам. Там так много этого материала всего. Он смотрит и думает, как интересно, мне тоже, я хочу попробовать, мне тоже вот интересно, может, чтобы потом я тоже комментарий какой-то написал. Или друзья его, коллеги на работе обсуждают своих любовниц, ему становится любопытно тоже. Он заводит тоже любовницу. Поэтому стоит ли этой любовнице сразу, скажем так, с порога, с места в карьер
уже думать, что у него плохой брак, что он вот-вот на пороге развода, потом женится на ней, конечно, не стоит. Такое может быть, но начинается все не с этого. Хотя эта вторая женщина, любовница наша воображаемая, обязательно так думает. Обязательно, я вас уверяю. Вот не бывает за всю мою многолетнюю, обширнейшую практику, за мою, как это называется, лечебную практику, да, я ни разу не прочитала такого письма. Например, встречаюсь с женатым мужчиной, но у него жена такая роскошная женщина, красивая, умная, хорошая хозяйка. Они представляют собой прекрасную пару. Я понимаю, что они друг друга достойны, никогда в жизни не разведутся. Он на нее не надышится, он молится на нее. И я сама благословляю этот союз и переживаю за их вот это вот совместное какое-то счастье, за счастье их семьи, детей. И я с ним встречаюсь, прекрасно понимая, что он никогда не разведется. Да мне это и не нужно. Нет, ну нет такого письма, ни одного ни в жизни я не прочитала. Конечно, письмо такое. Всегда. Начала встречаться с женатым мужчиной, понимаю, что, конечно, брак неудачный, что он в нем страдает, но уйти не может, потому что дальше по списку жена там болеет или истерит, или дети не дают и так далее. Вот. Когда же, наконец, он сможет от этой стервы змеи освободиться и со мной соединиться такой прекрасной в идеальном каком-то браке. Вот все к этому подходят. Но это как раз вот та самая надежда. Вот. Это та самая какая-то параллельная реальность, как своеобразный театр, понимаете, разыгрывается в голове женщины, когда она начинает встречаться с женатым мужчиной, да? Разыгрывается фантазия неуемная такая, уже представляется, как он, как жена его сковородкой дома бьет, как они ругаются, как они ссорятся, как он собирает чемоданы, ну и так далее. Правда? Это обязательно это происходит, но на самом деле, конечно, нет. И опять же повторюсь, что с появлением любовницы брак сильно укрепляется и улучшается. Многие женщины, опять, которые поумнее, помудрее, это прекрасно знают, поэтому этим всем романтическим походам своих мужей не препятствуют. Не препятствует. Вот. Еще хотела сказать, конечно, тема неисчерпаема, бесконечна. Как, по-моему, любая, которую я начинаю, мне приходится все очень вырезать. Знаете, как художественный фильм. Сейчас смотришь программы, там наснимали материал на 3 часа, например, а выкроили фильм на 1:20. И вот сиди и думай, что же они выкинули оттуда, и хочется это все увидеть, посмотреть. Так и любой мой рассказ для вас в программе «Вопросы-ответы» – это всегда такая какая-то минимальная нарезочка, потому что если я все буду рассказывать, ну, мы 4 часа здесь с вами просидим. Вот, может быть, можно и вернуться еще к этой теме. Еще на что хочу обратить внимание. Ну, понятно, что слово «завести любовницу», обидный какой глагол «завести», да, про жену же не говорят в основном обычно. Завел жену, не говорят. А вот завел любовницу, говорят. То есть это уже какой-то уничижительный смысл, какой-то особенный, такой неуважительный подход, да, в обществе, в языке есть к этому понятию. Потом еще что меня беспокоит, то что на тему вот как бы любовного треугольника, хотя мы разобрались, да, что любовный... мы не разобрались. Я вам сказала, любовного треугольника нету, скорее всего, в вашем случае. А что такое буквально любовный треугольник? Любовный треугольник возникает тогда, когда вот жена и вот эта третья женщина, это схема расклада, кстати, на Таро есть любовный треугольник, она так и выглядит, этот расклад, как треугольник. Жена и вот эта женщина, любовница, более или менее одинаковую значимость в глазах мужчины имеет. И он начинает, вот это очень важный момент, выбирать. То есть любовный треугольник – это только тогда, когда мужчина выбирает. Не глобально, хотя и это тоже, ну глобально, например, сидит и думает,
С кем же мне дожить остаток жизни? Все-таки с этой женщиной, вот с женой, или с любовницей? Вот. Но выбирает даже на бытовом уровне, какими-то маленькими порциями. Например, вот сегодняшний вечер мне все-таки с женой провести или с любовницей. И он по-настоящему разрывается сердцем, потому что он хочет и туда, и туда. Чаще не хочет ни туда, ни туда, тогда как Ленин жене сказал, что пошел к любовнице, любовница сказала, что пошел к жене, а сам работать, работать и работать. А сам в гараж или на рыбалку пошел. Вот. Вот тогда образуется треугольник. Тогда образуется. Любовница имеет в этом случае вот такое значение незаменимого звена, незаменимого. То есть любовный треугольник – это тогда, когда любовница, красиво скажу, выглядит для отношений с любовницей, для мужчины выглядит как неизбежность, как фатальная такая неизбежность. То есть без нее ничего не будет, без нее ничего не получится и так далее. И тогда действительно, если мы выдернем одно звено, то есть один угол уберем, то вся конструкция развалится. Не будет любовницы, не будет этого брака. Понимаете? Не будет, он уже не сможет с женой коммуницировать, как прежде. Вот тогда треугольник. Но это редкость. Это в большинстве случаев, как я уже сказала, нет. Это пятая ножка для табуреточки. Пятая ножка для табуреточки. Вот так вот. Как говорят, собаки пятая нога. Но это немножко другое. Пятая ножка для табуреточки. Напрягает немножко то, что вот вы думали о том, что про все, что в жизни человека может случиться, какие-то разные коммуникации, разные ситуации, есть сказки. Разные сказки. Есть очень популярные, типа Золушки или там, какие еще есть? Золушка, Снежная королева там, и так далее. Да, есть очень популярные сказки. Красная шапочка самая популярная сказка, потому что она описывает вообще любые жизненные ситуации, всю жизнь человека. А советы на любой случай есть. Красная шапочка, да? Сказки на любые темы придуманы на самом деле, как раз для того, чтобы люди все знали с молодых ногтей про все, что может случиться. А на тему любовного треугольника нет сказки. Нет. То есть почему-то эта тема, оказалась ненужной, что ли, вот какой-то недостойной внимания в этой истории. Что еще хочу сказать? Конечно, в какой-то момент, если любовница будет себя хорошо и правильно вести, или если она хищница, вы знаете, есть женщины, которые намеренно пачками уводят женщин из семьи. Пачками, прям хищницы. Это на уровне брачного аферизма, на уровне профессии даже есть у некоторых. Да, конечно, есть. Вот у них все получается. И им вот эти мои рассказы и советы, конечно, не нужны. Но эти женщины, они как бы в другом мире. Это не вы, это не я. И это не все остальные наши слушательницы. Понимаете? Это какая-то вот отдельная, мне кажется, молекулярно другая порода женщин. Для них труда не составляет увести мужчину из семьи быстро, технично, причем еще и не с голыми руками, не с пустыми руками, а именно с имуществом, чтобы он как раз наоборот жену с детьми обобрал, голыми оставил. Это есть такое, может быть. Но если мы будем на это ориентироваться, то мы можем стать только жертвами, наверное, таких хищниц. Я имею в виду, в роли жены. Мы можем оказаться в роли жены, а такая хищница нашему мужу ведет. То есть нужно всегда понимать, что все лучше не про нас. Это вот легче к этому, к жизни относиться, если вот так вот именно. Что еще я хотела сказать? Примеры про великих людей, вот любовницы, любовные треугольники, великие люди, или, может, не великие пока, но, по крайней мере, популярные какие-то в медиапространстве люди. Например, сейчас из крупного, да, в очередной раз много муссируется из-за восшествия на престол короля Карла III, английский новый король, бывший принц Чарльз.
Ну, вот эта нашумевшая история, да, Камила Паркер, Диана его жена, Камила любовница, потом стала женой. Вот это все тоже ориентироваться на это. Ну, это я на всякий случай, если кто-то напишет в комментариях. Ага, Чарльз-то женился ведь на своей Камилле-то через столько лет на любовнице. Ну, там, во-первых, совсем другая история запутанная. А во-вторых, это речь, на минуточку, про короля идет. Это, опять же, молекулярно другое существо. Мы внешне похожи с этими людьми. У нас по 2 ручки, по 2 глазок, по 2 ноздрюльки есть и все. Но, понимаете, с членами БКС, британской королевской семьи, мы, другие люди. Вот по сравнению. У нас больше отличий, чем сходство. Сходство только такое вот, очень внешнее, визуальное. Все другое, совсем другое. Поэтому сравнивать себя заранее не надо. Что еще хотела сказать? Вот еще обидно, мне кажется, что любовнице ведь неизвестно, как себя вести. Правда же? Вот любовнице неизвестно, как себя вести. Потому что вот я сидела и думала, готовясь к этой программе, если бы вдруг мне пришлось, не теперь, конечно, когда-то давно, в юности, оказаться любовницей какого-то женатого мужчины. Вот я бы думала, как себя вести. Хороший вопрос, да? Хороший вопрос. То есть, с одной стороны, если вести себя тихо, ничего не требовать, женат ты, женат, дай Бог тебе счастья и здоровья, я посижу в сторонке, буду тебя ждать смиренно, когда ты там от семьи минутку выберешь, приедешь, подарки не можешь дарить, ладно, я сама себе все куплю и так далее. То есть, такая вот позиция вроде принимающая, женская, нормальная. Если вот так себя любовница ведет, то, мне кажется, мужчина очень быстро к этому привыкает. Очень быстро привыкает к этому, да, то есть как должно эту позицию принимает и не пытается, как-то ее переубедить, по-другому себе. Все люди такие, мы очень любим сесть на шею кому-то. Кто соглашается нас терпеть, кто соглашается с нами на малое, мы не будем предлагать больше. Нет такого мужчины, которому любовница говорит: мне не надо подарков. Он говорит: нет, возьми, Мерседес хочу тебе. Нет такого, правда, понимаете? Вот. И тогда история с этим как бы псевдотреугольником превращается из просто безнадежной, в какую-то совершенно бессмысленную. А если любовница ведет себя по-другому, требует настойчиво, такие случаи тоже в моей практике были, когда женщинам надоедало быть любовницами, и они шли все крушить, качать права и добиваться равных каких-то условий с женой. Некоторые даже ходили прям к женам, прям к жене. Пришла, рассказала: мы с вашим мужем любим друг друга, отпустите его и так далее. Не знаю, как там обошлось без поножовщины или нет, я таких деталей не знаю, смысл. То есть это вот такая альтернативный вариант, да, что любовница себя ведет по-боевому, спрашивает мужчину: когда ты разведешься, мне надоело, капает ему на мозги, я хочу семью, я хочу ребенка, мне не нравятся такие отношения и так далее. Тут тоже непонятно, хорошо это или плохо, да, потому что мужчина может давление такого испугаться и быстренько очень избежать. На эту тему, кстати, любовницы и их требования, есть очень хороший фильм американский. Я не помню, какого года. Вот я не помню. 2005 или 2006. Мне кажется, это начало, нулевые годы. Скарлетт Йоханссон там исполняет главную роль. Фильм называется «Выбор». Вы легко его очень найдете в интернете. Вот посмотрите. Там как раз на эту тему. Но там именно треугольник. Именно треугольник любовный. Там все утрировано и заканчивается трагично, но все равно как-то можно адаптировать этот сценарий и к нашей какой-то вашей такой жизни. И еще напоследок, наверное, всем, кто успел сейчас вступить в отношения с женатым мужчиной, и для тех, кто думал, что находится в любовном треугольнике, вы поняли, да, что никакого треугольника нет, вы просто поддерживаете чужой брак,
на 100%, ну 99, хорошо, дадим процентик какой-то. Ну ладно, 92, 8% уходит, мы же помним, да? Вот. Ладно, на 92% никакого треугольника у вас нет, вы кормите своей молодостью просто чужой брак. В итоге, то есть выгодоприобретателем конечным в этой истории выступает, кстати, не мужчина, не ваш мужчина, а его жена. Вы ей на пользу, в ее интересах теряете время. Вот. И вот еще хочу, тоже такой дневник наблюдений. Как помните, в школе с 4 класса мы начали вести такой природоведение, дневник наблюдений, куда надо было каждый день записывать там: листочки опали, речка замерзла, птички улетели там и так далее. Вот. В этот дневник наблюдений попробуйте, анализируйте слова, что говорит ваш женатый друг, что он говорит вообще в принципе вам, потому что обещает ли он развестись, что он говорит про свой брак. Вот, потому что если он обещает вам развестись, говорит: так, подожди, вот, ну подожди чуть-чуть, я обязательно разведусь, и мы поженимся с тобой. Вот если он так говорит, то это далеко не факт, что так будет, вы понимаете, далеко не факт. Вот он обещает: разведусь, но не разведется, наверняка, скорее всего, с женой. Но если он вообще этого не говорит, если он не обещает развестись, вот совсем не обещает, избегает в целом разговоров о своем браке, или говорит прямым текстом, да, что я никогда не разведусь, я не могу там развестись с этой женщиной, потому-то, у меня там есть какие-то причины. То есть если он не говорит, что я разведусь, то тут уж совсем ловить нечего. Это на 100%, значит, что он правда никогда не разойдет. Поэтому все-таки лучше намного, когда он хотя бы вскользь, или в шутку, или там, я не знаю, в пьяном угаре, но все-таки говорит вам, что когда-нибудь разведется с женой. Вот, пожалуй, и все. А мы перейдем сейчас, прям вот буквально через минуту, к гаданиям. Я выбрала, как всегда, из списка ваши вопросы и комментарии. Вторая часть моей программы состоит из того, что я читаю ваши комментарии, ваши вопросы, и кому-то гадаю на картах. Ну вот, например, комментарий Марин Грей пишет: Ольга, ваши вопросы и ответы стали для меня куда интереснее гаданий. Пожалуйста, выступайте перед нами почаще. С удовольствием послушаем про любовные треугольники. Тема интересная и, уверена, актуальная для многих. А я сама состояла в четырехугольнике. Ну вот, чуть-чуть рассказала про любовный треугольник. И, может быть, когда-нибудь продолжим. Спасибо, что смотрите. Марин Грей. Каринка пишет, вот очень интересное: спасибо за очередной бесценный урок, беседу, за вашу замечательную рубрику про треугольники. Тоже интересно было бы послушать. Сегодняшняя тема заставила меня задуматься, а не мифические ли отношения у меня сейчас. Захотела задать свой вопрос: случится ли у меня новое знакомство в течение года? Имею в виду полезное знакомство, которое перерастет в здоровые отношения, или все останется по-прежнему. Вот, Каринка, заметьте, что вы вашим письмом, ну и вообще описанием своей ситуации, очень хорошую декорацию составляете для моей прошлой программы, где я говорю, что девушки, состоящие в мифических отношениях, очень-очень вряд ли найдут реального нового жениха. И вот вы как раз проживаете сейчас такую историю. Да? Если вы... Просто хочу вам напомнить, вы смотрели программу, но еще раз я вам напомню, если у вас есть отношения, которые вы оцениваете как мифические, то лучше не надеяться на
встречу настоящей любви, настоящей такой, которую можно потрогать. А в прошлой программе я рассказала, почему. В прошлой программе, да. Все я это на самом деле рассказала. Но я задаю картам этот вопрос. Карты эти называются «Следование ангелам». Очень красивые, вот такие вот позолоченные, замечательные какие-то портретные карты. Здесь везде портреты, ангелы, люди, все смешалось, кони, люди. Отвечаем на вопрос Каринки, и если у кого-то есть похожие вопросы, например, вот случится ли новое знакомство в течение года, вы можете к нашему гаданию, естественно, присоединиться. В этом смысл. Мы гадаем как бы одному человеку, но вполне возможно, что карты ответят и вам. Это очень интересно. Так, по поводу нового знакомства именно в течение года. В течение года. Так, карты вам не забыла показать, но покажу. Ну, скажем так, ситуация не безнадежная. То есть карты слова «нет» однозначно и вслух не произносят. Вот. А что карты говорят? Карты говорят, что в общем вот эта ваша мечта о новой какой-то любовной истории, воспользуясь случаем, вот эта ваша мечта, ну, в общем-то, правильная, и в это нужно продолжать верить, продолжать нужно к этому стремиться. При этом, скорее всего, текущие отношения ваши, которые есть, не безнадежные, они представляют собой какую-то ценность. Четверка пентаклей всегда рекомендует сохранять то, что есть. Не отказываться так легко. Ну, есть мечта, а есть ведь что-то всегда уже существующее вокруг нас, то, что уже в наших руках, и то, что здесь вот карты вам рекомендуют сохранять. То есть это может быть отсылка к вашим вот текущим отношениям, которые вы считаете мифическими, они, может быть, не такие. Или, может быть, они, знаете, иногда ведь все меняется. То есть мифические отношения могут и превратиться в какие-то такие вот реальные. То есть идея сохранения здесь есть. Не нужно радикально, резко как бы отказываться от текущего положения вещей. А шестерка жезлов говорит о том, что во всех случаях, как бы ни случилось, как бы ни сложилась ваша личная жизнь в это время, в этот период, во всех случаях вы будете собой гордиться, или ею гордиться, своей личной жизнью, или партнером, который рядом с вами оказывается, вы будете гордиться. То есть карты, конечно, здесь не обещают именно нового знакомства. Они говорят лишь о том, что вы на правильном пути. Они вам говорят, что вы, в общем, окажетесь за это время довольно близко, что ли, к вашей мечте. Как что-то ценное получите, что-то ценное окажется в ручках у вас, в лапках такое. И настолько ценное, что вы непрестанно даже захотите этим хвастаться перед подругами там, или перед коллегами своими. Это неплохой в целом прогноз на личную жизнь, однако это не обязательно новое знакомство. Вот в чем дело. Совсем не обязательно новое знакомство. Это может быть продолжение истории или той, которая есть, или возвращение каких-то прошлых отношений, но не законченных, а таких, которые по каким-то причинам затормозились или прервались. То есть личная жизнь будет, вы будете довольны. Скорее всего, кстати, четверка пентаклей, денежная карта, то есть эта личная жизнь у вас как-то монетизироваться еще будет. Вот. Но в целом все хорошо. Но нового знакомства, по крайней мере, напрямую карты вам не обещают. Такого, какое вы хотите, по крайней мере. Вот такое вот с другой стороны. Вот и комментарий этот очень интересен, потому что он с другой стороны. Мы с вами обсуждали тему любовного треугольника глазами любовницы же, да?
И я как бы говорила, если вы встречаетесь с женатым, но я никому не сказала, если ваш муж завел любовницу. То есть я как бы к женам не обращалась. И я... Эта тема будет какой-нибудь следующей программы, когда мы поговорим про жену, если есть любовница или если есть особенно любовный треугольник. Просто наличие у мужа любовницы, кстати, жене ничем не грозит. Вы поняли, наверное, из вышесказанного текста, что для жены это даже очень-очень хорошо. Мужчина таким образом стремится брак сохранить, как ни странно, заводя любовницу. А вот когда треугольник, то там, конечно, опасность, потому что качнуться может в две стороны эта история. Но вот счастливая любимая как раз вот интересно написала это глазами жены. Обидно бывает, когда оказывается, вот слушайте внимательно, что в треугольник одного добавили по умолчанию. Это жена, которая узнает, что у мужа любовница. В то время как муж и любовница все сами про себя знают, соглашаются на свои определенные условия. Понимаю, что у каждой стороны свой интерес, каждый сам за себя, но все равно для одной стороны треугольника, не знающей вся эта история, совсем это нечестно. Нечестно. Ну, то есть, понятно, это уже глазами жены мы смотрим, что это нечестно. И вот на эту тему я очень много могу вам рассказать. И реальных историй из жизни моих знакомых, и из своей, кстати, тоже собственной. Ну, из моей мало интересно. Моя собственная жизнь не очень интересная. Вот. Из моего опыта, из опыта моих клиентов, вот как раз эти все любовные треугольники и присутствие любовниц глазами жены. А пока я только скажу, что сказала, что пока, если мы рассматриваем вот эту конструкцию муж, жена, любовница, то во всех случаях жена все-таки в более выигрышной позиции, значительно в более выигрышной позиции, чем любовница. Но не зря же все девушки не в любовницы хотят попасть в основном, а в жены. Хотя не все. Мне однажды, достаточно недавно, одна женщина говорит, ну как недавно, наверное, года полтора назад, причем женщина такая возрастная, много лет ей, 50, например. И она говорит, встречается там с каким-то мужчиной, и мужчина холостой. И она говорит, я вообще-то всю жизнь не хотела ни за кого замуж. Я вот только хотела быть любовницей. Только с женатыми мужчинами и только быть любовницей. Я помню, так еще задумалась, так прислушалась. Так думаю, что-то у меня с наушниками, что ли, что-то мне кажется, галлюцинации у меня какие-то слуховые пошли. Вот первый раз в жизни и единственный, один раз я от женщины услышала такую историю, которая прямым текстом говорит, я всю жизнь, вот ей 50 лет, да, она не была замужем, там, допустим, она, предположим, что с 18 встречается с парнями, и она всю жизнь, я только мечтала о ролях любовниц. Вот такое бывает, но это уникальный случай. Это вот мы посмотрели. Давайте поговорим как-нибудь в следующий раз, да? То есть вот так, измена мужа глазами жены, любовницы, это тоже очень-очень интересно. У меня так много припасено на сегодня было для вас, но я, видите, не успела и так затянула. И в любом случае придется еще к этой теме как-то возвращаться. Совсем-совсем далее. Вот еще есть такой комментарий интересный, где мне Алхимия Love напоминает очень много про то, что я обещала. Являюсь истинным любителем ваших философских бесед. В одной из программ вы сказали, что возможны варианты по шкале, то есть нужны, не нужны. Про эту шкалу очень хорошо, конечно. Давайте вспомним эту программу. Она называется программа «Признайте правду, вы ему не нужны». Это напоминает зрительница. Потом еще
в другом вашем видео «Давайте жить чужим умом» вы упомянули, что есть какая-то очень смешная и немного неприличная история про татуировку на лбу. Вы сказали, что тоже ее как-нибудь расскажете. Ну давайте, я сегодня взялась вас смешить. Хочу веселую такую, смешную программу сделать. Давайте я расскажу историю. Она очень девчачья такая. Я постараюсь культурно. Она немножко там неприличная. Ну, постараюсь культурно рассказать, а вы уже додумаете, поймете, в чем там смысл. Разговаривают две девушки. Это при мне было давно, но разговаривают две девушки, две мои знакомые. Одна говорит: вот я такая красивая, что ко мне не подходит мужчина. Вот что мне делать? Я хочу отношений, хочу свиданий, хочу замуж, хочу любви. Но ко мне мужчины не подходят, потому что я очень красивая, очень яркая, слишком, такая вот дерзкая. И мужчины меня боятся, они боятся ко мне подходить. Что мне делать? Она, значит, спрашивает другую. Интересно, что это была правда. Часто женщины заблуждаются так относительно себя. Они так думают, что к ним не подходит, потому что они слишком хороши или красивы. В основном это заблуждение. Но нет. В случае с этой девочкой, которая говорила, это была чистая правда. К ней правда. Наверное, боялись мужчины подходить, потому что она такая высокая, крупная скандинавская натуральная блондинка с волосами ниже задницы, с такими формами, там грудь 4-го размера, какие-то бесконечные такие раскосые зеленые глаза, но действительно какая-то вот такая, знаете, секс-бомба, ослепительная и при этом с каким-то таким очень вызывающим поведением. То есть она истинную правду говорила про себя, к ней правда, боялись подходить. И она это говорит второй подруге, а там смотрит на нее так пристально, я думаю, что с какой-то определенной завистью, и говорит: а ты знаешь что? Есть выход для твоей проблемы, есть решение твоей беды. Ты, говорит, сделай татуировку на лбу набей себе слова. Сейчас я дословно вам не буду говорить, потому что здесь это неприлично, но вы поймете, о чем речь. Она ей сказала: сделай себе татуировку на лбу со словами «соглашаюсь со всеми». Вот так. И это было дико смешно. Юмор особый и какой-то вот искрометность вот этой ситуации именно в том, что это была правда во всех случаях. Как была правда, что к этой слишком красивой, яркой девушке не подходят мужчины из-за ее красоты. Это была истинная правда. А еще больше правда было вот в этом совете, когда она сказала: набей татуировку на лбу, я согласна с каждым. Вроде так, да, смысл примерно вы поняли. Я согласна с каждым. То это тоже была абсолютно истинная правда. Потому что она действительно, к ней в основном боялись мужчины подходить, но те, которые этот страх перебороли и все-таки подошли, она со всеми соглашалась. И я очень смеялась. То есть это была, у меня была именно истерика, понимаете, вот так я смеялась. Я надеюсь, что вам тоже сейчас смешно. Далее. По поводу еще вот это про эту шкалу, я все записываю, конечно, это тема для будущих программ. Далее Диана пишет: вот люблю, когда люди себя называют понятными именами, допустим, имя, фамилия или имя, а то иной раз вот не могу прочитать, хочу зачитать комментарии в эфире, а вот название пользователя, убей бог, не могу прочитать, приходится пропускать. Диана, все понятно, как принцесса Диана, да? Спасибо за прекрасную рубрику и за возможность задать вопрос. Спасибо вам, Диана, тоже, что смотрите и хвалите и задаете вопросы. Сильно поссорилась с любимым человеком, насолила, хоть и не хотела, подкинула проблем. То есть, понимаете, это не только поссорилась Диана, а еще и насолила, то есть что-то из вредности сделала, да, какой-то гадость ему, подкинула еще и проблем, я уже боюсь представить, что там может быть, да. Прервал со мной связь. Верю, что помиримся, хоть и не скоро. Опять же, почему не скоро? Спросите, пожалуйста, у карт, сможем ли мы воссоединиться до моего дня рождения. И что лучше,
пассивное ожидание с моей стороны, ну, то есть подождать, пока он сам будет на связь, если выйдет, или активные действия, объявить первый. Вот сразу вам, Диана, хочу сказать, универсальное правило – это если вы с парнем поссорились, или с подругой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, не знаю, с кем угодно, с коллегой, если вы поссорились и вот понимаете, что вам без этого человека не обойтись, что вам нужно все равно с ним помириться, вам от него никуда не деться, очень большое значение имеет время, которое прошло с момента ссоры. А вы не придаете этому значения. Вы думаете, ну ладно, подожду, там человек обтечет, что-то передумает, подумает, подожду, завтра помирюсь, завтра извинюсь, через неделю там подарю конфеты коллеге, и все забудется. Нет, нет. Это вот тот момент, когда два человека в ссоре, когда время именно приобретает основное значение. Это решающий фактор, понимаете, да? То есть пропорция, конечно же, обратная. Прямая пропорция, да. То есть чем меньше прошло времени после конфликта, тем меньше вам нужно усилий, чтобы помириться. Прямая пропорция, извините. Чем больше проходит времени, тем больше усилий вам придется приложить, чтобы вернуть доверие этого человека. Поэтому вот как вы сейчас понимаете, что вы виноваты, вы насолили, вы то сё, кидайтесь, конечно, сразу. Не надо ждать, пока это он выйдет, не выйдет. Не нужно, не нужно. Упускается время, упускается время. Но я задаю картам вопрос. А вопрос такой, что вам лучше, какое сейчас поведение? Просто ждать или активно пытаться с ним мириться? Ну, в целом здесь собственный прогноз будет на ситуацию, да? Помиритесь вы или нет. Вот так стремительно темнеет, уже я боюсь, что прямо не успеваю с вами договорить. Для Дианы. Раз. Два. Ну что я говорила? 3. Карты очень мне подпевают. Я вам сказала, торопитесь, это срочно. И карты говорят, торопитесь, это очень срочно. Вот сколько карт есть про время в колоде Таро. Это тузы, остренькие тузы, туз жезлов, туз мечей, тут туз жезлов выпадает. Карта суд очень про время, срочно. Она всегда говорит срочно. Вот, и они обе выпадают. И 8 пентаклей в середине, карта вложений. То есть от вас действительно нужно активные действия, срочные, но очень последовательные. То есть буквально эта история сейчас требует, чтобы вы вложились. Понимаете? Вложились. Дальше мы не знаем подробностей. Чем вы должны вложиться? В чем вы насолили этому человеку? Какие ресурсы вы свои должны сейчас затратить к примирению? То есть вложить-то что? Это уже вам видней. А мы говорим, что поторопитесь. Вот сейчас смотрите эту программу и сразу же после эфира добро пожаловать, набирайте сообщение ему или пишите, звоните, идите к нему, там поезжайте, не знаю что. Карты говорят, что от вас сейчас очень срочные действия требуются. Далее. Вот еще интересный вопрос, очень нетрадиционный. Стейси Мун пишет. В одном из ваших видео вы очень интересно рассказывали о том, что гадание на картах предполагает некоторые ограничения или побочные эффекты. И что для тех, кто хочет картам и гаданию посвятить свою жизнь, набор ограничений будет обязательным. И первое. Гадалка должна быть одна, как фея крестная. Да. Я про это говорила, говорю и вообще всегда буду на этом настаивать. Почему вот набор вот этих вот партнерских коммуникаций, марьяжных, мы договорились так с вами это называть, да, вот эти марьяжные коммуникации между мужчиной и женщиной, да, вот то, что мы с вами как раз в программах обсуждаем, это все очень раскручивает у женщины определенные настройки, определенные энергии. Знаете, некоторые даже там на тренингах учат в юбках ходить, что-то платками обматываться. То есть генерируется такая женская
природная какая-то вот эта энергия. А занятие картами, ну и вообще эзотерикой, астрологией, магией, колдовством любым, это энергия бесполая, это энергия очень фригидная, холодная очень, безэмоциональная энергия. И они идут в разрез друг к другу. То есть, понимаете, что если вы одновременно, как вот в вашем... Ну, давайте я дочитаю тогда, да, чтобы было понятно, про что я говорю. Гадалка должна быть одна, как фея крестная, как самодостаточная единица, которая не предполагает для себя пару. Убежденная профессиональная гадалка всегда одна, у нее особенная жизнь и особенное одиночество. Настоящие гадалки все одиноки. Ну, это, да, я говорила, это цитата, можно сказать. Поэтому вы в шутку предупредили, что если собираешься гадать на картах, не торопись заранее выгонять мужа. Это не нужно. Это случится само. Муж уйдет сам, потому что карты и занятия магией забирают пространство, и они все лишнее вытесняют, если это лишнее. Ольга, я по жизни отшельница. Нет ни отношений, ни подруг, пишет Стейси Мун. Увлекаюсь картами, новичок, гадаю для себя. Но замуж все-таки хотела бы. Поэтому очень хочу у вас и у ваших карт спросить, стоит ли мне принять аскезу, как вы учили, и отказаться от гаданий, например, на год, чтобы найти мужа. Сработает ли? Погадайте, пожалуйста, может, найду себе мужа йога, и тогда картам не понадобится его вытеснять, и я спокойно смогу вернуться к своему увлечению. Спасибо. Не знаю, специально или случайно, но Стейси Мун, вы затронули сразу несколько очень крупных тем, достойных отдельных программ. В частности, вот эта история. Моя аскеза не предполагает, что я перестану слушать ваши ролики. Да, хорошая шутка. Вот, значит, вот, например, про мужа йога. Я как раз только что хотела сказать. В редких случаях, конечно, вот гадалка или даже ведьма какая-то может оказаться не одна, может оказаться в паре, и причем такой крепкой. И это, знаете, колдуны. История, как-то я читала, я много знаю про историю, колдовских родов, да, и один особенно род колдовской, они в Болгарии промышляли в начале 20 века, это очень известная фамилия колдовская, не буду сейчас называть. Вот, у них было такое правило, что женщины должны быть поодиночке. Ну, в смысле, они вообще не жили с семьями. Мужчина с женщиной вот семьи не образовывали, потому что они все колдуны. Мужчины колдуны, женщины колдуньи, да? И они все по одному, не было семьи у них. То есть не допускались эти отношения, но род-то должен продолжаться, понимаете, да? Им же надо, чтобы они отдельном такой деревне жили, надо, чтобы родились новые колдунчики-то маленькие, да? И для этого женщины как бы соединялись с маглами, да? В общем, с обычными людьми. И рожали от них детей. Сейчас я точную схему вам вспомню. Вот, рожали от них детей. А значит, колдун с колдуньей не сходились с семьей. Но все равно же люди, да, какие-то у них были свои. Допускалось такое, если вдруг приходила к какой-то паре женщина-мужчина, любовь, настоящая, они же колдуны, они легко понимают, настоящая это любовь или так, как вот у всех в основном, просто от скуки, да, если вдруг накрывала настоящая любовь, то как-то на вот общем совете им разрешалось быть парой, им разрешалось даже вместе жить, да, но под категорическим запретом нельзя было рожать детей. Ни в коем случае. То есть, если женщина, колдунья из этого рода, рожала от колдуна ребенка, не знаю, что они с ребенком делали, надеюсь, что ничего особенного, но эту пару обязательно насильственно разлучали и обоих изгоняли из этого деревни, из этой своей,
даже имена их забывались. То есть нельзя было, это было строжайшее нарушение вот этого закона. И точно так же я вам скажу, вы можете выйти замуж, но ну вот если как-то выйти замуж, вы правильно сказали, мужа-йога, например, у вас может быть белый брак, да, без интимных отношений. Соответственно, это может быть брак за каким-то другим изъятием, не рожать детей в этом браке, как вот у этих колдунов. То есть там все это тонко в каждом, я думаю, случае решается по отдельно. Но бывают такие случаи, когда теоретически я иногда думаю, что можно. Такое, что женщина-гадалка может быть сильной, и у нее какой-то муж. Но это особенный союз. Это не такой союз, который у обычных людей бывает. Муж-жена, нажрались пельменей с чесноком вечером, завалились в общую кровать, нарожали 3 детей, в субботу поехали в Ашан. Нет, вот такого у гадалки, у колдуньи таких отношений быть не может, конечно, абсолютно. Что-то совсем-совсем другое. Но мы гадаем. Стейси Мун. Значит, такой вопрос. Если наша зрительница отринет от себя Таро, карты Таро, откажется от гаданий, выйдет ли она замуж в течение года? Ну, сложный вопрос, сложный. Раз. 2. 3. Если вы примете такого рода аскезу, говорят карты, в вашей жизни наступят большие перемены. Прямо большие перемены. Вот знаете, от берега к берегу, что называется. То есть ваша жизнь изменится сильнее, чем вы можете предположить. В том числе и ваша личная жизнь. Поэтому скорее карты говорят «да», отвечают «да». Вам удастся очень много в жизни создать нового, построить какие-то новые жизненные институты буквально. Буквально. То есть вот прямо, знаете, качественно новое. Это какие-то занятия новые для себя. И королева жезлов здесь. Но все-таки, видите, перемены в жизни вас ждут в этом случае, но они более касаются денег и работы. 3 пентаклей, карта работа называется. Королева жезлов, карта тоже работа, про работу, да? То есть представьте, какой-то неожиданный выход, в неожиданное русло ваша жизнь развернется, и если вы возьмете эту аскезу, откажетесь от карт, но скорее это другое наполнение. То есть это не выйти замуж, другое карты обещают. Вы найдете какое-то дело, увлечетесь каким-то другим делом, ну как бы найдете другую работу, и, возможно, даже дальняя дорога у вас случится. Ну а там уже потом, вследствие вот этой дальней дороги, скорее всего, будет и замужество. Да мало ли чего еще можно там найти в этих дальних краях заморских принцев. Их-то полно. В отличие от в отличие от наших широт, да? Там еще сохранились много мужчин. Почему я не вижу выделенных? Я же выделяла, не вижу выделенных. Вот, и вопрос в тему у нас здесь появляется. Кира пишет, Кира. Дорогая Ольга Сос, задала бы вопрос картам. Давайте прочитаем. Дорогая Ольга Сос, задала вопрос картам.
Получится ли у меня за год отбить моего женатого принца у его жены и каким способом? Теперь переписываю комментарий, так как вчера мои сообщения у него в телефоне нашла жена и устроила скандал. Ему хорошо, что не мне. Надеюсь, до меня не доберется. Я в панике. У меня такого никогда не было. Впервые в таких отношениях, почти год вместе, Кира пишет в кавычках слово «вместе». Ольга, у вас бесценный опыт. Подскажите, пожалуйста, что делать, а главное, чего не делать, как лучше себя вести. Этот человек мне очень дорог, и не хочу его потерять. Если сочтете мой вопрос недостойным гадания, пожалуйста, просто прокомментируйте, подскажите, что делать, не делать, не только мне, а вообще всем тем, кто попал или может попасть в такую ситуацию. Ваши советы бесценны. Программа по любовным треугольникам была бы сейчас очень вовремя. Ну вот она, программа по любовным треугольникам. А вообще, Кира, я хочу сказать, как говорил наш любимый и уважаемый Владимир Ильич Ленин: конспирация, конспирация, еще раз конспирация. Ну а где ваша конспирация? Конечно, нужно позаботиться о том, чтобы ваши сообщения нельзя было так легко прочитать. Удалять он их должен, что ли, как-то. Или какой-то мессенджер вы секретный, тайный там заведите для себя. Это тоже всех касается, понимаете? То, что женатый мужчина с вами встречается, да, я уже сказала, не факт, что он мечтает об такой сценке. Вернее, факт, что он не мечтает об такой сценке. Даже предположим, что он уже хочет разводиться. Ну, предположим, действительно плохой брак. Но вот это он меньше всего хочет, чтобы его жена поймала, прочитала эти сообщения. Естественно, она тут же разнесла всем родственникам. Первый человек, кому позвонила его жена, знаете кто? Свекровь, его мама. О, это сразу же, это первое. Ваш-то сыночек, вон, смотрите, что. И ни один мужчина не хочет в глазах, по крайней мере, своей мамы выглядеть таким, ну, скажем, ненадежным, да, каким-то. И все. Поэтому для всех, конечно, нужно просто технически избегать таких ситуаций, чтобы не читались, нельзя было прочитать. Ну, удаляйте их или там, не знаю, звоните, не пишите тогда, словами разговаривать. Масса способов есть, да. Голубиную почту можно использовать, в конце концов. Вот, как лучше себя вести, а мне как, вот тоже дилемма, как мне лучше задать вопрос, Кира, картам, потому что здесь тоже несколько вопросов включено. То есть мы можем спросить, чем обернется для вас и этого мужчины, например, вот эта драма с выводом вас на чистую воду, да, узнавание. А можно спросить, как продолжатся ваши отношения. Но похоже, что вы все-таки хотите именно советы от вас, да, от карт, да? То есть что вам делать сейчас с этой историей, в принципе, чтобы его не потерять, чтобы все продлилось. То есть какой, как бы, совет карт такой, какое для сейчас ваше поведение будет самое разумное, здоровое, экологичное, да, чтобы с этим, хоть и женатым человеком, но у вас все-таки продолжились отношения. Совет карт. 3 карты, раз. Да. 3. Во-первых, карты говорят, что все серьезно. Между вами все серьезно. То есть это не пустая, не проходная история. В центре старший аркан — карта влюбленные. То есть это, ну, карта влюбленная обозначает вообще пару. Пара — это 2 человека, которые выбрали друг друга, понятно, прониклись чувством, но это еще и пара, союз, который совершен как-то на небесах. То есть карта это намекает и на неслучайность вашей встречи с этим женатым человеком. Карта это говорит о том, что чувства у вас какие-то сильные и взаимные. То есть хоть среди людей, то есть по человеческим законам вы не, ну как, незаконная пара, да, у вас же брака нет, вы
там в любовниках, но с точки зрения ангелов, звезд и высших сил, вы именно пара. То есть два человека, близких и созданных сейчас друг для друга. То есть это самое главное, и это дает вам такой карт-бланш, развязывает руки, и это основной для вас совет. Как действовать, как подсказывает вам ваше сердце и любовь. То есть вы должны осознать ценность этого человека, ценность этого чувства. Вот представьте, тоже вообразите, потренируйте воображение, что, может быть, любовь такой силы вы в этой жизни вообще больше не встретите. Запросто такое может быть. Вот. И действуйте сообразно вот этому убеждению. То есть скажите себе: так, это моя самая главная, лучшая любовь в этой жизни. Значит, я не могу от нее отказаться. Значит, я должна действовать по-разному. А вот насколько активно вам действовать? В принципе, карты говорят. Вообще все сводится к пентаклям. Рыцарь пентаклей здесь выпадает, пятерка пентаклей. А пентакли, как ни крути, это масть денежная. То есть в первую очередь, чтобы оценить и перспективы, и придумать тактику поведения сейчас, вам нужно оценить именно денежные, именно материальные какие-то, мотивы. То есть как это должно быть, или как это возможно, или как это будет вот с точки зрения материальной. Потому что жена же тоже жены устраивают скандалы своим гулящим мужьям. В первую очередь, почему? Потому что боятся, что мужья просто деньги будут уносить в другой женщине. И все. Вы что думаете, им семени жалко, что ли? Нет, конечно. Речь о другом вообще идет. Так и здесь. Кроме того, вот посмотрите, рыцарь Пентакль – это такая фигурная карта. Это может быть отсылка как раз к мужчине, к этому, с которым вы общаетесь. Это может быть его портрет. И тогда как будто бы это предложение для вас переложить на него ответственность. Да? Вот он должен сейчас решить, он должен придумать оптимальные способы общения для вашей пары. Но и лучше всего, знаете, пятерка пентаклей. Карта очень хорошая и многообещающая для любви, именно для любовных отношений. Она говорит о том, что люди друг другу очень сильно доверяют и очень друг в друге нуждаются. В данном случае это вы и ваш мужчина. Друг в друге очень нуждаются. То есть готовьтесь, впереди вот этот вот период между вами, в ваших отношениях, когда этому мужчине за поддержкой, за советом, за борщом, за крышей над головой будет больше некому обратиться, только к вам. То есть вот это понятный очень для вас совет, как вам себя вести, помогать ему. Вот представьте, что вы, во-первых, должны во всех случаях оказаться на его стороне. И вот с этой пятеркой пентаклей два человека, двое влюбленных, оказываются как бы противостоящими всему миру. Знаете, вот в пиратских фильмах, особенно в пиратских, в ковбойских фильмах показывают, в ковбойских тоже, да, когда два напарника, например, два ковбоя от каких-нибудь индейцев обороняются перед лицом неминуемой драки, да, какой-то бойни, они друг другу становятся вот так спинами, да, то есть они как будто бы друг друга прикрывают и такую единую боевую единицу представляют. И вот машут там кто пистолетом, кто этим шпагой, обороняются от всего мира. Вот значение пятерки пентаклей оно такое. Вы сейчас с вашим мужчиной, на него нападает жена. Возможно, и на вас доберется, на вас будет нападать. На него нападут сейчас все родственники, потому что она точно им всем рассказала, чтобы собрать себе группу поддержки и так далее. То есть как будто весь мир ополчится против него. А вы должны быть той самой вот поддержкой, той самой силой, точкой доверия, что ли, точкой уверенности какой-то для него. Но вы знаете, я что хочу сказать? Конечно, все, что я про любовные треугольники вот сегодня говорила, это все сущее истинное в последней инстанции правда,
Шутка, конечно, я не претендую на такие высоты в ваших сознаниях, чтобы там прям вы по мне равнялись. По моим этим самым видео рассказываю все очень так довольно простенько. Вот. Но вы знаете, Кира, ведь карты выпадают очень крупные. Для любви это карты описывают серьезную историю, очень серьезную. И вы, естественно, что от вас сейчас нужно? Серьезно к ней отнестись, понимаете? То есть вот как-то прямо вот осознать ее до глубины, и, может быть, даже какие-то жертвы нужны с вашей стороны. Ну, по крайней мере, жертвенность или жертвенное поведение. Вот. И главное подтвердить сейчас вашему мужчине то, что вот он ждет, что он на вас во всех случаях может положиться, что бы ни случилось. Даже если, ну, предположим, самый страшный здесь сценарий, вот для меня бы это был бы самый страшный сценарий, потому что я вот чистоплюйка, например. Если вот эта вот его жена доберется до вас и начнет вам звонить, или вообще домой к вам придет космо рвать, да? И даже в этой ситуации вы, чтобы этого мужчину не обвиняли, вы не говорили, вот из-за тебя мне теперь она звонит, там какие-то неприятности, ни в коем случае. Потому что он сейчас нуждается вот в вас как в опоре. Ну что ж, друзья мои, я завершаю очередную неприлично долгую программу «Вопросы и ответы». Надеюсь, что у вас хватило терпения ее досмотреть. Присылайте по-прежнему вопросы и комментарии. Я все их радостно читаю. На те, на которые позволяет время, я, естественно, отвечаю. Увидимся.